Стихия разгулялась по всему миру. В Дагестане улицы превратились в реки, Тбилиси парализовало из-за затопленного метро, а Японию накрыли торнадо и рекордные дожди. Тяжелая ситуация с наводнениями также в Италии, Китае и Германии. Все самое важное прямо сейчас в выпуске «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! Дагестан продолжает бороться с последствиями стихии, накрывшей регион. Сильные осадки начались вечером 10 сентября и достигли пика к утру 11. По данным Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки в Махачкале выпало до 80-100 мм осадков. Грозы сопровождались градом размером до 2-3 см и порывами ветра до 20-25 метров в секунду. В результате переполнились ливневые канализации, а реки и ручьи вышли из берегов. В Махачкале затопило ключевые улицы, включая проспект Расула Гамзатова и улицы в центральных районах. Жители вынуждены были переходить дороги по колено в воде, а в низинах уровень поднимался почти до метра. Автолюбители столкнулись с массовыми пробками, весь город оказался подтоплен, а некоторые машины просто смывало с парковок или дорог. Похожая картина наблюдалась в Дербенте, Избербаше и Каспийске. В Каспийске вода хлынула в частные дома, а в Дербенте затопила исторический центр. В горных районах, таких как Гунипский и Ахтынский, сошедшие селевые потоки заблокировали федеральные трассы, включая участки на дороге Махачкала-Дербент. Несколько сел, в том числе Хунзах и Шамиль, оказались изолированы. По предварительным оценкам МЧС Дагестана, пострадали десятки домов, а общее число подтопленных объектов превышает 200. В Махачкале эвакуировали около 50 семей из зон риска и еще 30 в Каспийске. Серьезный ущерб нанесен и сельскому хозяйству. Град повредил посевы и фруктовые сады, от молний погиб скот, сошедшие сели повредили пастбища. Власти сообщают о повреждении мостов и дорог, ремонт которых может занять недели. МЧС России по Дагестану перешло в режим чрезвычайной ситуации еще с 10 сентября. На улицы Махачкалы и других городов вышли экстренные службы. Глава Дагестана Сергей Меликов провел экстренное совещание, поручив Министерству транспорта расчистить трассы и организовать гуманитарную помощь изолированным селам. Для эвакуированных в Махачкале открыты пункты временного размещения. Пострадала от дождей и столица Грузии Тбилиси. Обрушившиеся с утра на город ливни продолжались без остановки до полудня. По данным Национального агентства окружающей среды Грузии, за несколько часов выпало до 60-80 мм осадков. Грозы сопровождались сильным ветром, переполнились ливневые канализации, а реки и ручьи вышли из берегов. Центральные районы города, включая старый город и прилегающие кварталы, оказались под водой, уровень в низинах достигал 30-50 сантиметров. Особенно сильно пострадали станции метро. Ахметели-Воркетилская линия временно остановила движение из-за подтопления платформ на станциях Руставели и Авлабаре. Затопило также подвалы и первые этажи жилых домов в районах Ваки и Сабуртала. Улицы превратились в бурные потоки, автомобили в некоторых местах застревали в воде. Пробки растянулись на весь центр города. Всего затопило около 150 подвалов и подъездов, пострадали десятки семей. Вода проникла в электрощитовые, вызвав перебои с электричеством в некоторых кварталах. Около 200 человек были эвакуированы из зон риска. Для ликвидации последствий непогоды власти города перевели коммунальные и экстренные службы на усиленный режим работы. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, происходило ли что-то подобное в вашем регионе. В городах Удачном и Айхале Мирнинского района Якутии 11 сентября прошел неожиданный снегопад, ставший одним из самых ранних в истории региона. Дороги в Удачном и Айхале стали скользкими,
что привело к нескольким авариям и задержкам в транспортном сообщении. Местные власти ввели ограничения на движение тяжелой техники. В некоторых микрорайонах удачно зафиксированы перебои с электричеством из-за обледенения линий. В Айхале под снегом пострадали сельскохозяйственные угодья, ранние заморозки повредили остатки урожая овощей и ягод. В школах и детских садах Удачного объявили внеплановые каникулы для младших классов. По информации метеорологов, осадки были вызваны циклоном с севера, который принес арктический воздух, смешанный с влагой из Ледовитого океана. Взрыв газовой автоцистерны на оживленной трассе в столице Мексики унес жизни как минимум 8 человек и привел к ранению около 90 других. Инцидент произошел под эстакадой на авеню Игнасия Сарагоса в районе Ицтапалапа, на трассе, соединяющей Мехико с городом Пуэбла. Газовая автоцистерна, перевозившая сжиженный газ, внезапно опрокинулась, произошла утечка. Вскоре образовавшееся облако газа воспламенилось, спровоцировав мощный взрыв с высоким столбом пламени и ударной волной. Огонь быстро распространился на прилегающие транспортные средства и вызвал пожар под эстакадой. По данным прокуратуры Мехико, ударная волна повредила до 50 автомобилей, а также ближайшие здания и инфраструктуру. Пожарные прибыли на место через несколько минут, но тушение осложнялось продолжающейся утечкой газа. Спасательные работы продолжались всю ночь. Изначально сообщалось о 57 пострадавших, но власти города и прокуратура сообщают о 90 пострадавших, из которых до 24 находятся в критическом состоянии с ожогами 2 и 3 степени. Эстакада и прилегающие дороги пострадали от деформации в результате взрыва, что привело к временному закрытию трассы и пробкам в восточной части города. По предварительной версии прокуратуры Мехико, причиной трагедии стала потеря управления транспортным средством. Точные обстоятельства будут установлены в ходе следствия. Экстремальная погода обрушилась на Японию. Кавасаки, промышленный город в префектуре Канагава, оказался в зоне мощного ливня, который привел к масштабному наводнению. По данным японского метеорологического агентства, за час выпало около 100 мм осадков, что стало одним из самых интенсивных событий в истории региона. Улицы города затопило, а низменные зоны и портовые территории превратились в озера. На фоне непогоды возникли перебои с электроснабжением. По данным Tokyo Electric Power Company, более 6000 домохозяйств в Канагаве остались без света. Сильная гроза 11 сентября в Токио переросла в наводнение. За 2 часа в некоторых районах, таких как Мэгура, выпало 130 мм осадков, что привело к переполнению рек и затоплению улиц. В районах Сатагая, Синагава и Ото вода проникла в дома, магазины и на станции метро. По данным пожарного департамента Токио, были проведены операции по спасению водителей из автомобилей в затопленных туннелях. Также из зон риска у реки Мэгура проведена эвакуация жителей. В южных районах города 4230 домохозяйств остались без электричества. Пробки буквально парализовали Токио, целый ряд автомагистралей находится под водой. Железнодорожное сообщение работает с серьезными перебоями, часть рейсов отменена, другие задерживаются на часы. Суперячейковая гроза со шквалом скоростью до 31 метра в секунду обрушилась на международный аэропорт Токио Ханеда, из-за чего были перенесены 20 авиарейсов и отмена сотен других. Гроза сопровождалась молниями и градом, парализовав полностью работу воздушной гавани. Только к вечеру с нормализацией погодной обстановки аэропорт смог возобновить работу. В свою очередь, японское метеорологическое агентство выпустило экстренное предупреждение о продолжении осадков, рекомендуя эвакуацию для миллионов жителей Канто. В префектуре Окинава, недалеко от города Накидзин, сформировался водяной смерч. По данным местных метеорологов, смерч длился около 10 минут и не вышел на сушу, но вызвал волнение среди рыбаков и туристов.
Еще один вихрь возник в префектуре Тиба в городе Кисарадзу. Он длился менее 5 минут, но за это время успел повредить несколько крыш и повалить несколько деревьев. Обошлось без пострадавших. Японское метеорологическое агентство предупреждает о продолжении осадков в регионе до 13 сентября. Сохраняется высокий риск возникновения наводнений, оползней и торнадо. Власти призывают жителей Канто и Окинавы оставаться на время непогоды в безопасных местах. Военный вертолет афганских сил, перевозивший высокопоставленных чиновников движения «Талибан», потерпел крушение в центральной провинции Гор. На борту находились министр горнодобывающей промышленности, губернатор провинции Гор и несколько других представителей правительства в Кабуле. Крушение произошло недалеко от административного центра провинции, города Чикчиран. По информации Министерства обороны Афганистана, вертолет Ми-17 взлетел с целью полета в район Тул. Однако вскоре после взлета из-за технической неисправности машина врезалась в гору. По словам представителей Талибана, никто не погиб и не получил тяжелых травм. Вертолет сильно поврежден и, скорее всего, не подлежит ремонту. Проливные дожди, обрушившиеся на Сицилию, вызвали масштабное наводнение на итальянском острове. Сильный ливень начался около полуночи и продолжался несколько часов, сопровождаясь грозами и сильным ветром. Больше всего пострадал город Алькама с населением около 50 тысяч человек. По информации метеослужб, за короткое время выпало около 35 мм осадков, что превысило пропускную способность городской инфраструктуры. Вода хлынула на центральные улицы, превратив их в настоящие реки. Потоки воды уносили автомобили, фрагменты мебели и мусор, жители в панике пытались спасти имущество. Наводнение затронуло не только Алькама, но и другие районы Сицилии. В провинции Трапани, в Мадзара-дель-Валло, подтоплены кварталы в низинах. По всему острову спасательные службы за время непогоды провели десятки спасательных операций. Эвакуировано несколько семей из зон риска. Власти города объявили чрезвычайную ситуацию, в затопленных районах ведется откачка воды, разбираются завалы. Землетрясение произошло вчера в турецкой провинции Анкара. По данным Турецкого управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям и обсерватории Кандили, магнитуда составила 4,1, а очаг залегал на глубине 11 километров. Эпицентр располагался в сельской местности Дагдемир-Каледжик, в 18 километров севернее Каледжика и в 46 километров северо-западнее Кырыккали. Интенсивность толчков в эпицентре оценивается в 4-5 баллов, что соответствует слабым или умеренным вибрациям. Землетрясение не привело к разрушениям зданий, обрывам линий электропередач или другим инцидентам. Сегодня спасательные службы продолжают обследование зданий. Центральная провинция Хэнань пострадала от сильнейших ливней, которые привели к масштабным подтоплениям в нескольких городах. Ливни начались утром 11 сентября и продолжались весь день, охватив центральные и южные районы. По данным китайского метеорологического управления, в Сюйчане, одном из наиболее пострадавших городов, за сутки выпало 245 мм осадков. Это превышает месячную норму в 1,5 раза и стало новым рекордом за всю историю наблюдений. В соседних городах, таких как Чжоукоу, Лои и Наньян, осадки достигли 150-200 мм, что привело к переполнению рек и ручьев. В Сюйчане и окрестностях вода затопила низменные районы, улицы превратились в реки, а в некоторых кварталах уровень воды поднялся до 1 метра. Школы в Сюйчане и столице провинции Чжэнчжоу закрыты, транспортное движение парализовано, десятки автомагистралей заблокированы, поезда задерживаются. В Чжэнчжоу, где осадки составили 163,8 мм за 24 часа, власти эвакуировали тысячи людей из зон риска.
Всего в провинции эвакуировано около 50 тысяч человек, затоплено более 1000 домов в Сюйчане и Чжоукоу. Власти объявили чрезвычайную ситуацию. В Сюйчане и Чжинчжоу привлекли более 5000 спасателей и 1000 единиц техники для откачки воды. Город Мönchengladbach в северном Рейне-Вестфалии оказался в эпицентре мощного ливня, который вызвал масштабные подтопления. Ночь на 9 сентября стала для Мönchengladbach настоящим испытанием. По данным немецкой службы погоды, в городе выпало 118,7 мм осадков за 6 часов, что превысило месячную норму и привело к экстремальному наводнению. Уровень воды на улицах местами достигал 40-60 см, а в подвалах доходил до метра. Образовавшиеся на улицах потоки воды с легкостью уносили автомобили. Часть жителей была вынуждена эвакуироваться из своих домов. К утру 9 сентября пожарные Мönchengladbach зафиксировали более 70 вызовов, к вечеру их стало свыше 300. Затоплены были не только жилые зоны, но и социальные объекты. В одной из школ в районе Аденкирхен подвал с находившейся там техникой ушел под воду. Учебное заведение было закрыто. Несколько центральных улиц города были полностью заблокированы. Движение на федеральных трассах А61 и А46 осложнено пробками и авариями. В соседнем городе Виллих из-за угрозы выхода реки Нирс из берегов эвакуировали около 25 домов. К вечеру 10 сентября ситуация стабилизировалась, но ликвидация последствий стихии продолжается. Друзья, наш выпуск подошел к концу. Подписывайтесь и увидимся уже завтра. Нам будет еще о чем рассказать вам.